Создавая корпоративную структуру, бенефициар не всегда знает, к каким последствиям это может привести. И сегодня мы поговорим о том, может ли бенефициар оспорить решение собрания или сделку общества. И в этом вопросе разобраться нам поможет Никита Калиниченко, юрист по корпоративному праву. Привет, Никита. Привет, Наташа. До недавнего времени бенефициар никак не мог оспорить решение собрания или сделку общества. Изменилось ли сейчас что-то? Да, действительно, на законодательном уровне до сих пор не предусмотрено никакой возможности для бенефициара оспорить сделку либо решение общества. А в судебной практике до настоящего времени встречались лишь отдельные дела, которые скорее касались снятия корпоративного аля. Например, дело Москалев против ЗАО «Аспект Финанс», в котором бенефициар, владеющий российской компанией через целую цепочку офшорных компаний и трастов, оспорил сначала решение собрания по назначению генерального директора, а затем и сделку этого генерального директора по выводу основного актива этой российской компании. И насколько был успешен исход этого дела? Суды в 3 инстанциях отказывали Москалеву в связи с тем, что у него отсутствует какой-либо интерес в оспаривании, а вот Верховный суд посчитал, что так как решение собрания было ничтожным по новым правилам Гражданского кодекса, иск о недействительности такого решения в принципе могло подать любое заинтересованное лицо. Какие же условия тогда должны быть, чтобы бенефициар мог оспорить сделку? Первое, что делают суды при рассмотрении таких споров, они обращаются к понятию бенефициара. И за неимением других положений законодательства они, как правило, обращаются к закону о противодействии отмыванию доходов, в котором бенефициар определен как лицо, владеющее прямо или косвенно 25%. Хорошо, то есть для того, чтобы пойти в суд и все-таки бенефициару оспорить сделку, ему необходимо доказать, что он в принципе является бенефициаром. А какие условия еще должны при этом соблюдаться? Кроме того, бенефициару необходимо доказать, что у него есть существенный интерес в оспаривании. Например, в деле Москалева бенефициар не мог оспорить сделку через подконтрольные организации, так как в данном случае подразумевался корпоративный конфликт, и кипрские суды наложили запрет на все компании холдинговые структуры обращаться в суд с исками. Хорошо, я доказал, что я бенефициар, я добросовестный бенефициар, у меня есть существенный интерес в том, чтобы пойти оспорить сделку. А имеет значение, какую именно сделку я иду оспаривать? Да, естественно, имеет. На данный момент Верховный суд высказался только в отношении ничтожных решений собраний. Касательно сделок вопрос остается открытым, поэтому, в принципе, шанс на успешную подачу иска о недействительности ничтожного решения либо сделки имеется. Давайте подведем итоги. То есть для того, чтобы пойти оспорить сделку бенефициара, что ему нужно? Во-первых, бенефициару необходимо доказать, что он является фактическим владельцем этой компании через цепочку организаций, причем добросовестным владельцем. Кроме того, ему необходимо доказать существенный интерес в оспаривании. Ну и в-третьих, необходимо, чтобы это решение либо сделка были ничтожными, а не оспоримыми. Спасибо, Никита. Надеюсь, что нашим зрителям стало понятно, когда они могут пойти и оспорить решение собрания или сделку общества, если они, конечно, являются бенефициарами. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите в комментариях. До скорого!